Сегодня расскажу, чем подкормить капусту, чтобы получить действительно большой урожай. Это самая важная подкормка капусты. Подкормите так и забудьте про вредителей. Эта подкормка подтолкнет капусту к быстрому росту. Завяжутся все качанчики. Капуста вырастет огромной, крепкой, очень-очень вкусной. А самое главное, все вредители будут обходить ее за километр. Поэтому листочки все будут очень крепкие, красивые и без дырочек. Это самая важная подкормка капусты, поэтому обязательно готовьте, подкармливайте, делитесь этим видео со своими соседями по даче. В этой подкормке содержится очень много питательных веществ. Она натуральная и абсолютно бесплатная. Магазинные подкормки я не использую, делаю своими руками. Эту подкормку капуста просто обожает. Растет от нее большая и крепкая. А самое главное, завязывает абсолютно все качанчики. И растет очень-очень большая. Достаточно подкормить всего один раз, и вас просто завалит урожаем. Итак, все ингредиенты я заранее приготовила. Сейчас покажу, что с чем нужно смешать. Подкормка очень эффективная. Достаточно подкормить даже один раз, и вы капусту не узнаете. И будете использовать только это натуральное удобрение. Содержит в себе много питательных веществ, поэтому капуста сразу же моментально пускается в рост. То есть подкормка ее подталкивает к моментальному росту. Капуста начинает наращивать обильно массу, растет очень крепкая, очень хрустящая и вкусная. А самое главное, никакие вредители не нужны. То есть мы с вами, получается, не просто подкармливаем, но нам еще и не нужно беспокоиться о том, что вредители могут капусту поесть, потому что мы от капусту защищаем от вредителей. Я сейчас готовлю концентрат, а потом буду вот этот вот концентрированный раствор разводить уже в большом количестве воды. Сейчас понадобится небольшая емкость на 1 литр. Мы заливаем воду 1 литр. Воду я беру всегда отстоявшуюся, комнатной температуры. Итак, наливаем литр воды. Вода, как я уже сказала, должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не горячая. И добавляем туда 1 чайную ложку дрожжей. От дрожжей капуста просто растет как на дрожжах. Они стимулируют ее рост и помогают увеличить урожай. Благодаря дрожжам в составе капуста наливает очень крупные качанчики. То есть дрожжи способствуют наливу качанов. Очень часто даже у опытных дачников качаны растут очень мелкие. Вот чтобы этого не случилось, обязательно подкармливаем таким натуральным удобрением. Так как в дрожжах содержатся важные микроэлементы для капусты. Например, азот, который помогает ей наращивать зеленую массу. Дальше фосфор, который отвечает за развитие корневой системы, помогает формировать крепкий стебель. Ну и, конечно же, калий, который
помогает завязывать сам качан. Дальше добавляем 1 чайную ложку куркумы. Куркума славится своим полезным действием на овощные культуры. Часто ее используют на огородах, так как она не только содержит большое количество микро- и макроэлементов, полезных для роста, развития растений, но и также обладает противогрибковым действием и помогает отпугивать вредителей. Хорошенечко размешиваем. Такой вот у нас получается золотистый раствор. Дальше сюда мы добавляем с вами 1 столовую ложку лимонной кислоты. Да, самую обычную лимонную кислоту, которая найдется у каждой хозяйки на кухне. Вообще лимонную кислоту очень полезно всегда использовать на огороде, но про это мало кто знает. Потому что лимонная кислота помогает быстро, эффективно усвоить все питательные необходимые вещества, особенно если почва не очень плодородная, да, мы вносим подкормки, чтобы быстрее они впитались, нужна лимонная кислота. Ну и также лимонная кислота содержит микроэлементы, необходимые капусте. Особенно если страдает капуста от недостатка полезных микроэлементов, лимонная кислота всегда поможет ускорить ее рост и сделать кочаны крепкими и большими. Добавили лимонную кислоту и еще раз перемешали. Обязательно надо на всех этапах хорошенечко все перемешивать, чтобы комками все не собиралось. Мы с вами все это перемешиваем. Вот такой вот настой у нас получается. Очень красивого, насыщенного цвета. И следующий ингредиент, который мы с вами добавляем, это обычный рис. Столовую ложку самого обычного риса мы добавляем сюда. В рисе содержится очень много питательных веществ, которые для любых растений, особенно для капусты, будут полезны. Но для того, чтобы заставить эти полезные вещества начать ферментироваться, чтобы перейти в удобную для растений форму, да, чтобы они могли эти питательные все вещества необходимые впитать, необходимо рис добавить как раз таки вот с дрожжами, да, то есть дрожжи начинают ферментировать рис, он перерабатывается и получается здесь, значит, очень насыщенная витаминами и микроэлементами настой. Ну и обязательно добавляем 1 капельку йода. Йод очень полезен для капусты. Вот буквально капельку с вами добавляем. От недостатка йода капуста может даже остановиться в росте. Поэтому, чтобы этого не произошло, обязательно добавляем каплю йода. Также йод очень полезен тем, что защищает капусту от грибков и вредителей. После того, как все ингредиенты мы с вами размешали, мы даем этому концентрату постоять 1 сутки. И после того, как он настоится, все тут проферментируется, все тут заработает, мы этот концентрат разводим в ведре воды на 10 литров. Берем 1 литр концентрата на 10 литров воды. И обрабатываем хорошенечко всю капусту. Примерно по 2 литра на качанчик. Подливаем и обязательно по листам также обрабатываем.
Делитесь этим видео со своими друзьями, родными, соседями по даче. Передавайте добро дальше. И большого вкусного вам урожая!